С бабушкой Леной у Людмилы были ровные и теплые отношения. Когда она была еще жива, Людмила часто приходила к ней в гости. Бабушка всю жизнь проработала в Доме культуры. До самой пенсии она была его директором. Вся ее жизнь – это кружки, самодеятельность, устройство праздников и концертов. Бабушка Лена прожила долгую и интересную жизнь. Приходя к ней в гости, Людмила будто окуналась в давно ушедшую советскую эпоху. Еще с 80-х бабушка не делала в квартире ремонта, да и мебель еще оставалась с тех лет. Но все было добротно и чистенько. Бабушка вообще была очень аккуратной и бережно относилась к вещам. Бабушка Лена относилась к Людмиле как к родной внучке, и та тоже отвечала ей уважением, любовью и заботой. Перед смертью, а бабушка Лена боялась умереть во сне, она предложила ей с мужем Славиком и их 2 детьми переехать к ней. Славик был ее родным внуком, но как-то отношения их сложились только в последнее время. Стали близкими и доверительными. А еще правнуки. Бабушка Лена души не чаяла в 2 сорванцах – Сашке и Юре. И вот бабушка Лена умерла. Утром, проснувшись, Людмила нашла ее уже холодной. Умерла, как того и боялась, во сне. Бабушке было на тот момент 87 лет. На похоронах было много народу. Бабушка была уважаемым человеком. Перед гробом на атласной подушечке несли ее медали. Бабушка была награждена медалью «Ветеран труда», медалью за большой вклад в развитие культуры и медалью за спасение утопающих. Откуда она взялась, бабушка не рассказывала. Так это и осталось одной из тайн, которые она унесла с собой в могилу. На похоронах играл духовой оркестр, звучали речи. И когда, наконец, действо закончилось, все присутствующие погрузились в автобус и поехали на поминальный обед. Вот там-то и стали разворачиваться нелицеприятные события. Да, вы даже не сомневайтесь, я приложу все свои усилия, чтобы выбросить ее вместе с детьми из дома, который по праву принадлежит моему сыну, говорила кому-то из родственников изрядно выпившая свекровь. Она мне просто как бельмо на глазу, терпеть ее не могу. Людмила случайно услышала этот разговор, случайно, когда решила выйти на улицу и немного освежиться. Галина Петровна не взлюбила невестку еще до свадьбы и постоянно пыталась вставлять палки в колеса. Ей все казалось, что Люда женила ее сына на себе, каким-то образом шантажируя его. А особенно ее взбесило то, что Люда отказалась от квартиры, которую хотели переписать на нее родители. В пользу старшего брата отказалась. Сами они со Славиком в то время снимали квартиру. Они были вынуждены переехать из дома свекрови, потому что чувствовали, еще немного, и она разрушит их брак. Жить с ней в одном доме стало просто невыносимо, и тогда Людмила и Славик, просто собрав вещи, уехали. К тому же свекровь была жадной и завистливой. Под стать ей был и ее муж. Они, когда узнали, что Люда отказалась от квартиры, пилили ее битый час и чуть не довели до слез. Ну ладно, сами вы там жить не будете, но можно же было продать квартиру и машину купить, или в банк деньги положить, а так взять и отдать, просто отдать. У Галины Петровны это не укладывалось в голове.
Сама она считала каждую копейку и все копила. Куда копила, она и сама не знала. Наверное, это было у нее врожденной привычкой. Галина Петровна не слышала аргументы Людмилы, что ей с ребенком и мужем было бы некомфортно в однокомнатной квартире, и что там нужно было делать капитальный ремонт, менять все коммуникации. А Руслан за целый год заплатил им со Славиком за аренду квартиры. «Нет, ты у нас точно какая-то придурковатая, что ли», — говорила свекровь. «И что только Славик в тебе нашел? Ой-ой-ой!» А Славик просто любил Людмилу, такую добрую, нежную, красивую, пусть не богатую, но с мягким характером. Он и сам был не похож на своих родителей. Наверное, пошел в покойную бабушку Лену. Если его мать всю жизнь проработала сразу продавцом, а потом директором магазина, то сын больше тянулся к искусству. Он с удовольствием помог Руслану сделать дизайн в подаренной Людмилой квартире, за что Руслан постоянно помогал им, то деньгами, то продуктами, да и просто хорошим отношением. «Когда закончатся деньги, что я вам заплатил за аренду, — говорил он, — я, наверное, и дальше заплачу, а там что-то решится». Так и случилось, решилось. Бабушка Лена позвала Людмилу и Славика жить к себе. Изначально бабушка планировала оставить свой дом внуку и неоднократно говорила ему об этом. И Славик чувствовал себя хозяином. Постоянно, когда появлялись лишние деньги, что-то ремонтировал, улучшал. Вот только ремонт делать бабушка запретила. «Вот, когда я умру, детки, тогда и делайте, что хотите», — говорила она. «А пока я жива, хочу пожить среди тех вещей, которые мне дороги. Здесь даже с последним стулом и то связаны воспоминания». О своей личной жизни бабушка почти ничего не говорила. Славик даже не знал, куда делся его дед. И сколько он не спрашивал бабушку, та постоянно переводила тему или просто отшучивалась. В правнуках бабушка Лена души не чаяла. Особенно любила усадить их обоих на руки и читать им сказки. Саша и Юра, а они были близнецами, просто заслушивались. И теперь, когда бабушки уже не было, их стало труднее укладывать спать. Со дня смерти бабушки прошло 3 дня, и все заинтересованные стороны собрались у нотариуса послушать, какое бабушка оставила завещание. Галина Петровна не сомневалась, что новый хозяин дома – это ее сын, и все поглядывала искоса на невестку. А Людмила крепко держала мужа за руку и старалась быть спокойной. «Оглашается завещание Головлевой Елены Федоровны», – торжественно заявил нотариус. «В нем написано». Все присутствующие невольно замерли. Нотариус обвел всех глазами и начал читать. «Я, Головлева Елена Федоровна, находясь в трезвом уме и при ясной памяти, завещаю свое жилье, а именно дом, находящийся по адресу улица Нижняя, 35, с прилегающим к нему участком земли 5 соток и со всем имуществом, что в нем находится, Стекловой Людмиле Эдуардовне. Завещание вступит в силу после моей смерти». «Это фальшивое завещание!» — вскочила с места Галина Петровна. «Этого не может быть!» «Это завещание настоящее». Нотариус из-под лобья посмотрел на кричавшую тетку.
Я сам записывал его со слов покойной, и этому есть регистрационная запись в книге учета. Все законно и обжалованию не подлежит. Не подлежит, значит, даже если я в суд подам? Галина Петровна была в ярости. Ну, попробуйте. Нотариус был явно раздражен. Здесь прямая воля покойной, и любой суд скажет вам, что вы не правы. Галина Петровна просто потеряла дар речи от услышанного, но это не помешало ей встать и пойти на выход из зала. «Ты знала о завещании?» Она поймала невестку уже на улице. «Конечно, знала, иначе квартиру братику бы не отдала. Как же ты нас всех ловко обвела вокруг пальца! Я не думала, что в тебе, в такой тихоне, и такая стерва сидит!» Возмущалась свекровь. «А если бы бабушка дом внуку оставила, то вы бы приложили все усилия, чтобы наши с ним дети остались без отца». Людмила давно вынашивала эту фразу, но никак не решалась ее сказать. А тут она выскочила сама собой. «Я? Да кто тебе такое сказал?» Галина Петровна невольно отошла на шаг назад. «Когда поминали бабушку после похорон, я случайно услышала ваш с кем-то разговор». Люда в упор смотрела на нее. «Как только вам не стыдно!» «Мама, это правда?» Ее сын услышал их с невесткой разговор. «Если ты думаешь, что сможешь меня заставить бросить жену и детей, то ты ошибаешься. Я их люблю и никогда не брошу». «Да что ты в жизни понимаешь, сынок? Вот и живи с ней, в бедности, но в любви. А любовь, она штука злая, она не накормит». «Да мы вроде и так не голодаем». Сын полностью занял сторону жены. «И дети сыты и одеты. Пойдем, Людочка». Славик взял под руку жену, и они медленно пошли по направлению к домику покойной бабушки Лены, а домик был уже их на законном основании. «Не переживай, я тебя никогда не брошу, даже не думай», — шептал Людмиле муж. «У меня самая лучшая семья на свете». А Людмила чувствовала себя рядом со Славиком, как за каменной стеной, и она гордилась тем, что у нее есть на кого опереться.